Макс Ферстаппен – это самый эпатажный и дерзкий гонщик в истории современной Формулы-1, который откровенно высмеивает своих соперников, нарушает правила прямо на треке и ведет себя очень вызывающе, но при этом берет титул за титулом. Мы расскажем про его сложное детство, издевательство отца и тернистый путь к пьедесталу. А в конце будет история про то, как Макс чуть не поплатился жизнью за свои слова в адрес другого гонщика. История семьи и родителей. Гонщик, полное имя которого звучит как Макс Эмилиан Ферстаппен, родился 30 сентября 1997 года в бельгийском городе Хасселт. Его семья имела давнюю связь с автоспортом, поскольку отец Йос Ферстаппен был пилотом болида Формулы-1, а мать и дядя, Софи и Энтони Купман, участвовали в соревнованиях картингов и наскар. У Ферстаппенов жизнь не была медом. Никаких богачей или людей со связями в роду не было, а гонки – дело дорогое. Спортивную историю можно смело отсчитывать с деда Макса по имени Франц, который в молодости перебрался жить в городок Монфор, где и появился на свет Йос и его сестра Герда. Внуки часто навещали бабушку и дедушку по праздникам или выходным. Герда вспоминает: «На свалке мы могли забираться в машины, играть с мотоциклами, иногда встречали бродячих кошек». Но скоро грязное безделье перестало интересовать Йоса, и, будучи 8-летним мальчиком, он увидел картинговый заезд. Другого бы мальчишку одернули с его мечтами, посмеялись и забыли, но парню повезло. Семья Ферстаппенов приняла судьбоносное решение, и Йосу подарили первый карт, практически на последние деньги. Он рвал конкурентов уже с первой гонки, а Франц проводил часы в гараже рядом со свалкой, совершенствуя карт для сына. Отец увлекался разными видами спорта, но всегда стремился только к победе, просто участие его не интересовало. Франц отчаянно хотел помочь Йосу, и потому стал ездить по Европе, когда сын начал выступать в разных странах. Но бывший пехотинец обладал тяжелым характером. Франц не давал сыну права на ошибку. Однажды Йос разбил карт во время одной из гонок, и в отместку отец запер парня в фургоне, в котором они разъезжали по Европе. В семье Ферстаппенов говорят так: «Макс не зашел бы так далеко без Йоса, а Йос не зашел бы так далеко без своего отца». Детство Макса. Самый юный Ферстаппен рос в бельгийском Массейке, так как его мать Софи была родом оттуда. Правда, в итоге Макс выбрал нидерландскую гоночную лицензию, что впоследствии дико разозлило мать, но об этом чуть позже. Мать Макса – талантливая гонщица. Она выиграла сразу несколько картинговых турниров и выступала на международном уровне против будущих звезд F1 – Дженсона Баттона и Джанкарало Физикелло. Однако, встретив Йоса на трассе в Генке и влюбившись, Софи бросила карьеру, чтобы помогать мужу. Макс был уникальным ребенком, который с самого детства был воодушевлен победами отца и увлекался автомобилями. В школе он учился весьма средне, постоянно пропадая на треках с командой Йоса, а после и на собственных соревнованиях. Его цель была стать гонщиком Формулы-1, он сказал это, когда ему было 10, объяснила бабушка Макса Мариан Леннон. В это же время, около 2008 года, родители Макса развелись. Парень остается с отцом, сестра – с матерью. Развод Йоса и Софи стал настоящим медийным скандалом. Кумпен даже подала на бывшего мужа в суд, обвинив того в угрозах и преследовании. Йоса приговорили к 3 месяцам лишения свободы условно и выплате штрафа в 1650 евро. Правда, позже его оправдали за отсутствием доказательств. Хоть Макс и жил с отцом, но его проблемы с совмещением гонок и учебы решала мать. Школа выдвинула логичные условия. Ферстаппена допускали к зарубежным заездам, но только при хорошей успеваемости. Как понимаете, этот ультиматум практически полностью проигнорировали, ведь сложно сочетать постоянную подготовку и тренировки с полноценной школьной программой. Но школа все же шла на поводу, иногда закрывая глаза на пропуски и отсутствие выполненных домашних заданий. Ребенок в автоспорте.
Карьера Макса началась с обычного детского каприза. Когда, увидев ребят, катающихся на картах, он слезно попросил у мамы такой же. Родители решили, что это семейное, и позволили сыну заниматься картингом. Правда, отец тянул время, считая, что к гонкам Макса можно будет допустить исключительно 6 лет. Но дебютировал младший Ферстаппен только с 7. И первая же гонка закончилась победой начинающего гонщика, хотя соперники при этом были старше на 2-3 года и имели какой-то опыт, в отличие от Макса. Отец всегда старался находиться рядом с трассой, особенно в дождь или сложные условия, чтобы сразу на круге дать совет сыну. Он указывал Максу на ошибки и помогал будущему победителю Гран-при развить технику пилотажа. Йос был строгим учителем, и сыну приходилось выкладываться на максимум, что сказывалось на его вождении. Журналист Баст Каллигис, который был знаком с семьей, описывал гоночный стиль Макса так. С самого начала, с самого первого круга, он едет на пределе, даже когда шины еще холодные. Отношения с отцом. Однако Йос увлекся карьерой сына больше него самого, и планка оказалась слишком высока, чтобы выстроить с ним нормальные отношения. Макс просил поиграть в футбол со сверстниками, а отец тащил его на очередную тренировку. Понятно, что 8-летний мальчик попросту не мог отстоять свои права на детство и нормальные развлечения. Йос вложил в развитие карьеры Макса $500 000 евро. За технической помощью обратился к друзьям из семьи Пексов, у которой была своя кровельная компания. Они же занимались настройками картов, а с помощью отца Макса доводили машины до совершенства. Младший же тем временем зажигал на этих болидах вместе с братьями Пексами. Чем больше регалий становилось у сына, тем больше жестил отец. Например, если шел дождь, а Макс забыл дождевик или зонт, то Йос ничего не делал, ему было все равно, что мальчик промокнет. Если же Макс слишком долго ждал, прежде чем обогнать соперника, то после гонки Йос обязательно кричал на него: «Черт возьми, тебе нужно было действовать резче!» Максу приходилось оставаться в шлеме, чтобы никто не видел его слез. А в сентябре 2012 года 14-летний парень разбил машину при попытке вернуть лидерство в гонке. Когда Ферстаппены встретились, отец просто молчал. Йос отказывался разговаривать с сыном целую неделю. Но Макс выиграл в картинге все, что только можно, и был готов к переходу на более высокий уровень. Позже он также скажет о своем детстве: «В Формуле-1 меня ничего не удивляло, потому что никто не относился ко мне так же жестко, как отец». Старт в формуле. Первые серьезные проблемы встретили Макса и Йоса только в Формуле-3. У них не хватало денег для выступлений, когда приблизился крайний срок подачи заявок на сезон. Для участия требовалось $500 000 евро, а 16-летнего гонщика никто не хотел спонсировать без гарантии результата. Решились только ребята из Van Amersfoort Racing, которые зарегистрировали парня пилотом и купили ему новенький болид за 150 000 евро. Ферстаппена-младшего вдохновил переход в F3. Он сходу начал выделяться в своей команде. Из всех выигранных заездов самым ярким была гонка по Норрис-рингу, когда Макс смог привлечь внимание одного важного человека – советника и рекрутера Red Bull Гельмута Марка. Тот сходу подписал парня в свою команду, договорился с обоими Ферстаппенами, и уже в марте 2015 года в Мельбурне Макс стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1. Ему было 17 лет и 166 дней. Карьера в Формуле-1. В первом сезоне в Формуле-1 Ферстаппен, из-за юного возраста, не имевший даже права управлять городским автомобилем, показал достаточно хорошие результаты и 9 раз финишировал с призовыми очками. В итоге, несмотря на многочисленные сходы из-за технических проблем и аварий, ему удалось занять 12 место в общем зачете и набрать 49 призовых очков. В 2016 году, после этапов в Мельбурне, Сахире, Шанхае и Сочи,
руководство старшей команды Red Bull Racing во главе с Кристианом Хорнером приняло страшное решение и устранило Даниила Квята из своих рядов. И в этот момент Макс, проведший неплохие гонки, воспользовался ситуацией и занял место россиянина, чему несказанно обрадовался его отец. В первой же гонке спортсмен с ростом 181 сантиметр и весом 71 килограмм оказался в неподготовленном сиденье болида. Но это не помешало ему стать четвертым в квалификации и после аварии Мерседесов триумфально выиграть испанский Гран-при. На следующих этапах Ферстаппен продемонстрировал жесткий характер и до конца года записал в свой актив 4 серебряных и 2 бронзовых подиума, а также 7 заездов в зачетные очки. В следующем сезоне молодой пилот занял 6-е место в чемпионате, добившись красивых побед в Мексике и Малайзии. А в 2018 году, несмотря на многочисленные гоночные инциденты, поднялся на 2 ступени выше, завоевав подиум в 10 гран-при. Это заметно отразилось на зарплате спортсмена, который в 2016 году зарабатывал $600 тысяч, а спустя 2 года уже $10 миллионов. Текущая карьера. В сезоне 2019 года Ферстаппен несколько раз поднимался на пьедестал, но у него появились новые соперники в лице представителя Макларен Ландо Норриса и перешедшего в Феррари Шарля Леклера, с которым у Макса были личные счеты. Гонщику стало сложнее справляться с конкуренцией, и его машина оказалась хуже Красной Фурии в нескольких квалификациях и ряде Гран-при. Осенью 2020 года пилот Red Bull занял на Гран-при Португалии 3-е место, но прославился не достижением и хорошей статистикой, а красочной тирадой, произнесенной по радио в адрес соперника Лэнса Стролла, которого он назвал слепым и монголом. Речь Ферстаппена вызвала волну критики в соцсетях, основанной на том, что гонщик Формулы-1 не должен позволять себе оскорблять людей с ограниченными возможностями и целые народы. В Баку на Гран-при Азербайджана Ферстаппен сошел с дистанции, так как попал в аварию за 4 круга до финиша из-за лопнувшей покрышки. Более удачным оказалось соревнование во Франции, в котором нидерландский пилот обошел британца Льюиса Хэмилтона и впервые в карьере выиграл гонку, квалификацию и установил быстрый круг в рамках одного этапа. Макс стал лучшим гонщиком мира на финальном этапе сезона Формулы-1 в Абу-Даби. Это произошло впервые в его карьере. В 2022 году он повторил успех, досрочно получив титул чемпиона по итогам сезона Формулы-1. Ферстаппен стал 11-м гонщиком в истории, который завоевал 2 титула подряд. Но парень вошел во вкус. В 2023 году Макс опять становится досрочным чемпионом, когда впереди еще 6 гонок, без вариантов разрывая своих оппонентов. Личная жизнь. Личная жизнь Макса Ферстаппена стала предметом слухов, особенно в сочетании с его дерзким характером. Подобно отцу, у которого было много женщин, в юности Макс кружил головы красивым девушкам, но это были мимолетные увлечения, без попытки создать семью. Такими были отношения младшего Ферстаппена со спортсменками Себи Кук, Максим Пуркуи и Микаэлой Ахлин-Катулински, а также с фотомоделью Джойс Годефриди и блогершей Рос Ван де Аа. В 2017 году его девушкой стала Дилара Сандлик из Германии, об отношениях с которой поклонники узнали по общим фото со страницы Макса в Инстаграме. Таким же образом стало известно о следующем романе юного гонщика с бразильской моделью Келли Пике, чей отец, Нельсон Пике, был 3-кратным чемпионом Формулы-1. Тут примечателен еще тот момент, бывшим бойфрендом красавицы был Даниил Квят, российский гонщик, которому Келли в 2019 году родила дочь Пенелопу, что по стечению обстоятельств не скрепило союз, а наоборот способствовало разрыву. Новая спутница Ферстаппена старше его на 9 лет. Получилось так, что Макс отобрал у Квята не просто карьеру, но и его женщину.
Неудивительно, что оба парня весьма резко высказываются друг о друге. И таких конфликтов у Ферстаппена вагон и маленькая тележка. Конфликты с другими гонщиками. Ферстаппен в Формуле-1 с 2015 года. И за 8 лет он успел наговорить и сделать очень многое, чтобы нажить себе настоящих врагов на треке. Давайте разберем самые громкие и болезненные случаи. В 2018 году, во время Гран-при Азербайджана, Макс столкнулся в борьбе с Даниэлем Риккардо. Камеры сразу же поймали Ферстаппена. Он орал на товарища: «Ты сейчас поступаешь как грёбаный идиот. Заткнись и следи за своим вождением». Правда, потом Ферстаппен сказал, что в этом инциденте нет ничего такого, что это был спортивный момент и общение на эмоциях. В 2019 году от Ферстаппена досталось и Валтери Боттасу. Если кто-то не может справиться с собственным болидом, значит ему не место в команде. Я просто говорю, что не понимаю стиль вождения Валтери. Все это было сказано прямо во время пресс-конференции. Макс не стал себя утруждать разговором с глазу на глаз. А в 2020-м он столкнулся с Лансом Строллом на тренировке в Портимао. В результате Ферстаппен жестко обматерил Стролла. Босс Red Bull Кристиан Хорнер запретил после этого Ферстаппену ругаться матом. И даже был объявлен своеобразный ультиматум, ведь Макс – участник королевских гонок, а не портовых разборок. Разумеется, досталось и Хэмилтону, который начал сдавать свои позиции. После аварии в Сильверстоуне он сказал, что тот праздновал, пока Макс был в больнице. В сентябре он усомнился, что Хэмилтон гоняет по правилам FIA и не работает с судьями, которые закрывают глаза на авторитетного гонщика. Один из самых знаменитых эпизодов с участием Ферстаппен – его конфликт с Эстебаном Оконом после Гран-при Бразилии в 2018 году. Окон на повороте попытался войти во внутреннюю траекторию и наехал на колесо Ферстаппена. Того развернуло, и он потерял несколько позиций. После гонки Макс бросался на своего оппонента, пытаясь толкнуть или ударить. Скандальный образ и дерзкие выходки. И образ дерзкого гонщика не просто наигранная маска, а реальный стиль жизни Макса. Его выходки порой совершенно непредсказуемы. В финальной квалификации Гран-при Мексики Валтери Боттас попал в серьезную аварию. Двойные желтые флаги вывесили сразу же, лишив возможности гонщиков улучшить свое время на круге. Но только не Макса. Гонщик и без того шел самым быстрым на трассе, но все равно решил ускориться. Эксперты решили, что Ферстаппена лишат пола, однако сначала стюарды, внимательно рассмотрев эпизод с участием Макса, не стали наказывать, принимая во внимание тот факт, что на последнем мини-секторе гонщик из Нидерландов не улучшил свое время. Но уже позже, когда ситуация разрешилась удачно, один из журналистов задал очевидный вопрос. Все-таки снял гонщик ногу с педали газа в момент желтых флагов или нет? А если снял, почему произошло улучшение времени круга? Ферстаппен рассмеялся и с вызовом ответил: «Разве похоже, что я замедлился? Нет». Или вспомним критически опасную блокировку финского чемпиона Кими Райкконена на Гран-при Бельгии, когда главный судья Формулы-1, на тот момент Чарли Уайтинг, ныне покойный, проводил разъяснительные беседы с гонщиком. Или Гран-при Мексики 2016, когда Ферстаппен опасными маневрами сдерживал Феттеля, и тот назвал сначала Макса ублюдком, а потом послал к чертям и самих стюардов, которые не помешали гонщику творить беспредел на трассе. Мировой скандал. Но Максу далеко не все и не всегда сходило с рук. Особенно, если дело касалось оскорблений и шуток не в сторону отдельных людей, а целых наций. По радио Макс жестко высказал, что думает о Фелипе Масса, но этого ему показалось мало. Когда позже на пресс-конференции его спросили, будет ли он выяснять отношения с Массой, Ферстаппен рассмеялся и сказал, что это не имеет никакого смысла, с презрением добавив: «Ведь это бразилец». Фраза получила широкий резонанс, и в тот же уикенд в адрес Макса стали поступать угрозы из Бразилии. И надо заметить,
что в этой стране проходил самый опасный этап. В истории формулы уже были нападения на гонщиков, поэтому Ферстаппен подумал и извинился, выбора у него не оставалось. К Максу Ферстаппену можно относиться как угодно, но на текущий момент это самый успешный и перспективный гонщик, который уже увековечил свое имя в истории Формулы-1. Еще пара подобных сезонов, и он сможет потягаться за звание лучшего за всю историю. Спасибо за просмотр.